Всем привет, с вами Владкор. Очень на актуальную тему хочу с вами поговорить, потому что все мы следим за новостями и видим, что Трамп поднял тарифы на международные перевозки. Китай, в свою очередь, поднял для США тарифы. То есть это касается в первую очередь обычных простых смертных. То есть для людей, которые будут получать импортные товары из США, например, в Китае, или наоборот, эти люди будут платить, соответственно, там 50, 100%, 250, сколько они там сейчас поставят, непонятно. Почему я хотел записать это видео? Потому что вы должны понимать, что очень скоро, если эти санкции и эти тарифы, торговая война не прекратится, все цены на все, что как-либо касается США или Китая и Европы и перевозок, возрастет в цене просто до, я не знаю, до скольки. Уже сейчас есть большие проблемы с перевозками. То есть есть часть контейнеров, которые застряли в Европе или в Штатах наоборот, или в Китае. И люди просто сидят и ждут, они ничего не делают. Даже у нас уже 3 недели ничего не происходит, там с какими-то заказами, которые были, мы не можем их просто отправить, потому что тарифы просто сумасшедшие. Мы ждем, пока это все решится. Вот. Но тем не менее есть сток на сайте Latkurgitars и, в общем-то, у других. И мой вам совет, вот просто зайти на сайт, на Latkurgitars, на какой хотите, и приобретать инструменты, или что вы там хотели, собирали деньги, потому что как только, то есть если это не прекращается, у нас есть проблема. Объясню просто цифрами. Например, есть цена на PRS или вот $1000, например, да, вы можете зайти, посмотреть на сайте. У меня есть определенный там заработок с него, да, скидка, за счет которой я продаю на сайте у вас. И, соответственно, я могу в следующий раз, когда продал, что-то купить. Это понятно, как это работает. Вы покупаете сейчас, например, эту гитару за $1000, а мне уже, если мне поднимают тарифы, например, на перевозку, на гитару, неважно, она мне уже не стоит как раньше, понимаете? То есть, например, она мне уже стоит $1000 или 1200. Я, соответственно, не могу закупить на те деньги, которые я продал, не могу купить новый инструмент. Соответственно, что происходит? Все продавцы, это я просто на себе пример, все продавцы, что делают? Они поднимают цены. То есть все сейчас, я понимаю, что ситуация, мягко говоря, не самая лучшая, но все ждут скидок, все чего-то ждут. Может получиться вообще все наоборот. Да, это будет большая проблема, потому что вы будете не готовы, это я буду не готов на самом деле приобретать что-то новое даже себе. И все будем ждать и надеяться, пока все устаканится, но это может очень долго занять. Поэтому примите обязательно это к сведению. Чтобы вы понимали еще детали, ну, например, как бы мы ни хотели, много вещей делаются и доставляются из Китая. Например, там, с Европой как-то США договорится, допустим, все хорошо будет, но не договориться с Китаем. В Китае делаются очень много фурнитуры. Даже там, я не знаю, проволока для звукоснимателей, там паятельные всякие штуки. Какие-то, но я не уверен, я не думаю, что колки, по-моему, например, в годах японцы делают, но не суть. Факт в том, что все, что касается как-либо Китая, что там производится, пластик тот же, я не знаю, скорее всего, то есть это же закупают сырье как-нибудь, его доставляют, я уже анализировал это. Все, что будет закупаться в Китае, будет подлежать, например, 100% налогу сверху, кроме обычных, кроме доставки. Соответственно, закупка инструмента будет также расти для дилеров, кроме всех транспортировок, кроме импорта. Одно дело, конечно, когда ты находишься в Украине и приобретаешь инструмент, который находится в Украине, но, возможно, с импортом будут большие проблемы в ближайшее время. Я не знаю, как это разрулится. Это всем очень плохо. Всем, вот абсолютно всем, но, наверное, кроме Трампа, может, еще кого-то, не знаю. Это коснется нас всех, если, на что я надеюсь, отменят эти пошлины и все-таки релиз сделают, отпустят все грузы и все остальное, что нам не нужно будет за них доплачивать, чтобы сохранить хотя бы старые цены, не говоря уже о скидках.
Вот. Мне интересно, то есть вы наверняка, да, у нас много подписчиков, вы следите за новостями не только в мире, но и как бы в политике, во всем. Поэтому посмотрите, напишите мне, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу, или вы не думаете, и вам все равно, тоже, пожалуйста, пишите без проблем. Мне интересно понимать, как вы вообще к этому относитесь, вот к такому возможному птенцу, скажем так. Ну и подписывайтесь на канал, я надеюсь, по крайней мере, это видео как-то стало вам полезным, и вы сейчас пошли там, не у меня, у кого-то приобрели что-нибудь, компьютер или еще, потому что будет касаться всего абсолютно, это не только гитар касается. Ну все, до встречи, давайте обсудим это в комментариях.